Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать уникальный способ пересадки замиокулькаса. И самое важное, как мы его будем сажать в грунт и в какой грунт. Когда вы сажаете замиокулькас, вы наверняка хотите, чтобы он быстрее рос, быстрее развивался, быстрее появлялись зеленые листики, веточки, и корневая у вас была мощная, здоровая и крепкая. Вот именно на это мы с вами можем влиять. Итак, помните, еще осенью мы сажали с вами замиокулькас в большой ящик 10-литровый, и у нас появилось очень много новых веток. И сегодня я вам хочу показать уникальный способ пересадки замиокулькаса, чтобы активировать все его процессы. Сегодня сделаем такую же оптовую посадку. Если у вас есть много замиокулькасов одного вида, да даже, наверное, не вида, то вы можете пересадить свой замиокулькас таким же способом в большой ящик. Но если большого ящика нет, то вы можете пересадить в обычный горшок. Итак, вынимаем наш замиокулькас. Видите, там появляются уже новые веточки. И обязательно надо обрезать корни. Именно обрезка корней стимулирует рост и образование новой корневой массы. Чтобы нам получить сейчас мощную, здоровую корневую систему, обязательно обрежьте. Ну и вообще у замиокулькаса растет очень много корней, и когда вы их пересаживаете, они мешаются. Поэтому тут в любом случае, конечно, их лучше убрать. Итак, второй горшок вынимаем. Кстати, такие замиокулькасы, классический замиокулькас и равен вы можете посадить в общий горшок. Я думаю, у вас всех есть он в большом количестве. Это выглядеть будет очень красиво. Убираем сразу лишнюю зелень. Вот так вот у нас получилось. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять клубней. Ну, вот так вот. Один клубень и много-много веток. Вот такой вот ящик. Он на 10 литров. Мы кладем дренаж. В качестве дренажа я использую цеолит. Проверяйте на качество, что он настоящий. Просто заляйте его водой. Итак, пересаживать будем в грунт универсальный от BioBooster. Это полноценный грунт, который уже содержит все удобрения, все питательные вещества. В этот грунт не надо добавлять дополнительные разрыхлители и подкармливать растения еще 3 месяца. То есть это полноценный грунт, куда вы посадили, и можно больше ничего не делать, только поливать. Также в составе этого грунта есть биогумус, гуматный комплекс, который поддерживает плодородие почвы. Есть ферментированный куриный помет, который обеспечивает растения всем необходимым питанием, таким как азот, фосфор, калий. Есть собственные аминокислоты, а вы помните, что аминокислоты помогают быстрее укореняться самому растению, быстрее расти, адаптироваться к стрессу и неблагоприятным условиям, то есть пересадки. В данном случае листики становятся зеленые, красивые и яркие. Также в этом грунте в BioBooster есть своя микрофлора, которая увеличивает плодородие почвы и помогает растениям все усваивать в 2-3 раза быстрее. Грунт BioBooster подходит для тех, кто не привык возиться с грунтом, а хочет, чтобы посадили, забыли, и растение получало уже все свое питание. Вы только поливаете, иногда присматриваете за своим растением. Итак, ссылочку я на грунт оставлю в описании. Добавляем в ящик грунт немного. Убедитесь, что когда мы сажаем замиокулькас, его надо слегка приподнять, то есть чтобы веточки между корнем и стволом, ну, веткой или сложным листом, у нас был небольшой зазор. То есть от корней до верхушки примерно не больше 1 сантиметра. То есть клубни, как правило, на поверхности грунта находятся, поэтому старайтесь как бы поставить повыше. Ну, тут смотрите, у меня большие растения. Это, кстати, замиокулькас зензи, он же жук. Маленькие такие растения. Я брала это растение осенью, оно приехало ко мне уже желтым. Было холодно. У нас в сентябре выпал снег, и оно слегка подморозилось. Хорошо, что вот не пропало. Но в целом мои растишки выжили и отлично себя чувствуют. Видите, уже спустя, по-моему, 4 месяца они начали выпускать новые веточки. Я решила их пересадить. А в грунт я добавила цеолит.
Вы можете ничего не добавлять, но так как это суккулент, и его надо добавлять какие-то сильные разрыхлители, и лучше всего для этого подходит именно циолит. Если циолита у вас нет, вы можете добавить лучше всего перлит. Не используйте вермикулит, потому что вермикулит задерживает влагу и держит ее долго. Ну и корни очень сильно намокают, то есть в вермикулите могут гнить, поэтому используем либо перлит, либо циолит. Я добавила побольше, потому что грунт должен обязательно быть рыхлый, а корни должны дышать. И помните о том, что замиокулькас ни в коем случае нельзя заливать. Я поливаю свое растение где-то раз в неделю. Но у меня просто дома сухо, жарко, и мои растения даже в таком ящике очень быстро просыхает, поэтому я поливаю часто. Но я знаю, что замиокулькас можно поливать 1 раз в 2 недели. Уже смотрите по состоянию вашего растения. Если вы заметили, что клубни у вас начали сморщиваться, то есть вот эти картошинки, то это говорит о том, что вы редко свое растение поливаете. Еще такой момент бывает, что листья начинают сморщиваться. Это говорит, что вы вообще плохо, редко поливаете ваше растение. Имейте это в виду. То есть нужен интенсив. Когда вы делаете рыхлый грунт, дышащий грунт, он сам по себе очень быстро просыхает. Если вот вы сажаете в тяжелый, то тяжелый грунт, он долго не сохнет, да, может месяц стоять вот колом, и там ничего не дышит, не растет толком. Поэтому важно именно сажать в рыхлый грунт, который быстро просыхает, и поливать почаще. Также замиокулькасы можно подкармливать, но если вы посадили уже в этот грунт биобустер, то растение можно 3 месяца вообще ничем не кормить, и только потом начинать подкармливать. Потому что я уже говорила вам, что там есть аминокислоты, которые уже влияют на процесс корнеобразования, адаптации. И в целом больше ничего не надо. Вот я старый горшок, видите, 2 одинаковых ящика, и я полила растения. Тут у нас помощничек пришел, он всегда помогает. Ему вот интересна вся эта посадка замиокулькаса. Ну и, конечно, я жду, когда моя клумба, помните, я ее обрезала месяц назад, и жду, когда она, конечно, обрастет. Я ее подкармливаю раз в 2 недели всякими стимуляторами, но пока процесс еще идет медленно. И пеньки, как вы видите, у этого ящика еще медленно подсыхают, и я их еще не все убрала. Но в целом скоро, я надеюсь, к летам это будет пышная, красивая полянка. И помните о том, что очень важно, в какой грунт вы сажаете замиокулькас. Именно от грунта зависит то, как растение будет себя чувствовать, как активно расти. То есть появляться новые листики. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.